Ребята, всем привет! Всем привет! А что мы сегодня приготовим? Я предлагаю приготовить новогоднее-рождественскую утку горячего копчения. Все элементарно просто, Олег. Смотри, для того, чтобы нам ее замариновать, нам потребуется только соль и вода. Мы будем делать посол, способ будет у нас шприцевание. Что это значит? То есть мы разводим нитритно-посолочную смесь в воде, далее набираем шприц и шприцуем всю нашу утку, чтобы она быстрее просолилась. Соль нам потребуется как обычная, так и нитритная. Так и нитритная, да. Утка у нас где-то 2,5 там. 2,5 килограмма у нас там без 5 грамм буквально. 5 грамм. Вот. Соответственно, мы берем 25 грамм нитритной соли и 25 грамм поваренной соли. 1/100 часть от веса. Получается 1%. 1% от веса. Вот, 1% от веса мы берем. Также мы берем 250 миллилитров чистой питьевой воды. 10% от веса. Да. Добавляем соль нитритную, соль поваренную. Кстати, поваренная, обычная, вчера с Артемом разговаривали, когда готовились к видео, закупали все, ни в коем случае не йодированная, конечно, не морская, и тоже можно сказать, почему, для тех, кто не знает. Чтобы не извивать вам голову, дорогие друзья, просто будет невкусно, будет неправильно. Вот готовьте, вот как я вам показываю, и будет вам счастье. Поваренная соль и нитритная обязательно. Все, обязательно. Самое главное растворить соль до полного растворения. Чтобы получилась просто жидкость. Конечно, да, потому что мы же будем ее набирать потом в шприц. Кстати, почему шприц? У нас есть кулинарный, но Артем сказал, что нужно обычный шприц использовать. Артем, тоже пару слов. Да, я расскажу почему. Во-первых, лично на моем опыте удобнее работать с таким шприцем. В силу того, что здесь иголочка очень тонкая и удобно делать инъекции любым продуктом. Если же мы возьмем с вами кулинарный шприц, у него игла более толстая и будет выливаться наша посолочная смесь из-под кожи. А нам самое главное сохранить всю посолочную смесь внутри нашей утки. Растворили полностью соль, она полностью растворилась. Артем, давай, как шприцуем? Все элементарно просто. Набираем посолочную смесь в шприц. Здесь, Олег, необходимо учесть очень важный момент. Нам необходимо делать как можно больше проколов. Как можно чаще. Как можно чаще. Потому что будет тогда полноценный просол. Берем, к примеру, начнем с ноги, да, раз, и вводим вот такими движениями. Что-то будет выливаться, это не страшно, не критично абсолютно. Вот видите, так кожа чуть надувается, соответственно, посолочная смесь остается внутри. Самое главное, как можно тщательней прошприцевать грудку. Артем, расскажи что-нибудь про Воронеж. Воронеж – это прекрасный, славный город, столица Черноземья. Вот. У нас есть шикарный корабль, он стал уже достопримечательностью нашего города, называется «Гота Предестинация». Кстати, всех приглашаю в гости в этот славный, дивный град, посмотреть, погулять по Адмиралтейской площади, как раз где стоит этот корабль. Также посетить котенка с улицы Лизюкова, да, знаменитого на всю страну и, думаю, даже за ее пределами. Да и вообще, просто приезжайте в гости, встречу, покажу, расскажу. Накормлю. Накормлю. Накопчу. Закопчу. Нашприцевали утку с двух сторон и теперь перекладываем в другую гастроемкость, чтобы обмакнуть ее, подсушить, скажем так, бумажным полотенцем. Да, потому что рецепт у нас быстрый, Олег. Наша задача убрать лишнюю влагу с поверхности нашей утки. Здесь вообще, если делать, по-долгому, то ее надо подвесить, да, чтобы она немножко подветрилась, как подсушилась. Вообще, как делаю я, то есть я ее помещаю в сушильно-вялочную камеру минимум на 10 часов. За это время она полноценно подсыхает, Но, опять же, мы показываем тот рецепт, который доступен для каждого. Не у всех есть сушилки там, понимаешь? И можно дома, в принципе, сделать. Дома обмакнули. Хорошо, то есть вывесили там на полчаса, на час на балкон. На балкон. Да. Все. Или есть еще один вариант, просто под бытовой вентилятор. 15-20 минут и будет все готово. Так, все, обмакнули. Артем, далее что идем? Разжигаем коптилку. Пока у нас, будет разжигаться коптильня. Прогреваться.
уточка еще полежит. Вот, немножечко с нее, где-то если вытечет, то мы уберем. еще уберем, Вот, конечно. уберем, да. Поэтому не будем терять времени и идем к коптильне. Да, погнали на улицу. Ну все, утка у нас готова, просушили, вышли уже на улицу. Сегодня будем коптить на коптильне Broil King. Коптилка работает на газу, убрали все лишнее. Здесь много всяких полочек, крючков. Ну, сейчас уже это показывать не будем. Открываем газ, нажимаем поджиг, все. Коптилка загорелась, пускай пока на максимуме, так как на улице мороз. Артем, давай, наверное, закидываем. Давай, я держу поднос. Давай да. я подержу, Давай. аккуратно, да. Аккуратненько ее. Все. Грудкой вверх-вниз, да, без разницы? Прям вот так вверх. Все, сделаем. вверх грудкой. Потому что здесь ляжет, когда колер будет гораздо круче. Обязательно мы сейчас должны использовать термощуп. Вставляем его в самую толстую часть, это у нас грудка. И прогреваем нашу уточку до 40 градусов внутри. Прогреваем на температуре в 60 градусов. Ну, щуп показывает 9 градусов, только вынесли из тепла, 8 начинает падать. Втыкаем щуп вот сюда вот в грудку, прям в центр грудки. Вот так вот. Закрываем коптилку и смотрим, пока внутри ждем, пока не станет 40 градусов. Да. Соответственно, здесь температуру внутри коптилки тоже будем отслеживать. Только включили, не знаю, сколько она будет нагреваться. Олег, мы знаешь, как даже сделаем? Немножечко поиграемся с температурой. Потому что, видишь, говорю, на улице мороз, может быть, мы чуть выше поднимем, чтобы у нас она чуть быстрее, уточка прогрелась. Температура внутри утки у нас достигла 39 градусов, ну 39-40 прыгает. Самое время добавлять щепу, да? Коптить мы утку будем на ольховой щепе, добавляем ее в поддон. Сколько примерно, Артем? Ну, сыпь. Такую, знаешь, жменечку среднюю. То есть немного, да? нам? Немного. Мы хотим получить в первую очередь золотистый колер и аромат. Если же нас не устроит цвет, мы добавим. Поддон, здесь у нас жир в него капает. Ну а вниз над горелкой, соответственно, задвигаем, ставим поддон щепой. Начинаем коптить мы до достижения 60 градусов внутри нашей утки. Прошло буквально пару минут. Мы видим, щепа наша разгорелась. Сейчас открою коптильню и посмотрим, как она заполняется дымом. Да просто превосходно. Закрываем и коптим. Температура внутри утки у нас 61 градус. Щепа уже отдымила. Вот так сейчас выглядит утка. Просто обалденный цвет такой. И что мы сейчас делаем? Мы убираем поддон с щепой, который у нас уже отработал. Убрали поддон с отработанной щепой. И теперь в поддон, куда у нас скапливается жир, наливаем крутой кипяток, горячую воду. Вот так будет вполне достаточно. Теперь закрываем коптилку. И уже сейчас доводим до температуры внутри утки 74 градуса. Это температура готовности. Температура внутри утки у нас 74. Выключаем полностью коптильню. Открываем. И смотрим, что там внутри. Класс. Потрясающе. Да. Артем, сейчас еще, она должна просто проветриться. Пусть она 10-15 минут прям вот при нашей температуре постоит, немножечко проветрится, остынет. Но затем мы будем подавать ее к столу. А мы как раз все подготовим. Да, мы к сейчас подаче. пока накроем на стол и будем пробовать. И на дегустацию потом уже. Утка готова, засервировали вот так вот. Картошечка готова, укропчик, в общем. Все по-простому, Олег. Все по-простому, как говорится, по-домашнему. Ух ты, Вот это какая да. шкурка. Сок прям течет. Тут грудка, конечно, такая маленькая. У курицы грудка гораздо больше. Ты знаешь, что означают эти красные пятна? Какие? Ну вот. Нет. Это прореагировала нитритная соль. А-а. Она для чего вообще нам нужна была изначально? Для того, чтобы убить все болезнетворные там микробы, бактерии и так далее. Ну что, подготовили утку. Артем, давай по капельке
Давай, отведаем. За встречу, как говорится, и за блюдо. Давай, сейчас попробуем, что же у нас тут получилось. Уточка. Давно не ел. Я вообще в жизни, наверное, ел утку раза 3. Но такую ты точно не ел. Такую ни разу 100%. Копченую, подкопченую не ел. Ну, поехали. Погнали. Прогревает хорошо. Да. По соли отлично. По соли вообще бомба зашла. Я еще думал, придется досаливать. Досаливать вообще абсолютно не надо. Обалденно. Копченая утка это... Ну, стоит повозиться на самом деле. Ну, По времени на блюдо вместе с гарниром около 3 часов, наверное, Да. у нас ушло. Примерно. но оно того стоило. Оно того стоило 100%. Поэтому, ребят, можете повторить это блюдо. У кого есть коптильня, в коптильне, у кого нету дома. Ну, естественно, вы не сможете подкоптить и добиться вот этого копченого вкуса, который здесь играет немаловажную роль. Олег, самый главный момент здесь в чем заключается? Утка подкопченая. Она не перенасыщена ароматами дыма. Не сильно копченый, я понял, о чем ты говоришь. Она именно подкопченая, поэтому мы можем с вами наблюдать этот замечательный золотистый колер и тонкий аромат дымка, что не может не радовать. Ну а кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на Артема. Все ссылочки внизу в описании, на Артема канал. Готовьте вкусно, пробуйте этот рецепт. Действительно заслуживает прям большого лайка. Всем пока. До новых встреч!